Раз, два, три, четыре, пять. Всем здрасте, с вами Сварог, и сейчас я вам покажу, как я проходил первый рейд, 21 этап. Для этого мне понадобился Хамид Мориган, антихил в виде Лассира, Долорес, конечно же, куда без нее, Цербер, Лорел для буста урона за пассивку, когда она просто повышает урон всем, кто ультит возле нее. Ну и также два хила, Эловин, потому что она регенит ярость, и Вортекс, потому что он помогал выживать моим саппортам. С правой стороны у меня стоят все ДД, с левой у меня стоит САП, который просто наваливает регенерацию ярости, и в момент ульты дерева при разогнанном регене своей ярости он вешает на всех антихил, позволяя мне убивать крипов максимально быстро, без регистрации и СМС. Также у меня лидер Мориган для своей фракции и Венома для фракции таинств, потому что, в принципе, у меня только эти фракции и выполняют основную роль. Я не беру в расчет хилов, которые просто есть, потому что водяной не относится ни к одной из этих фракций, так же, как и Мари. Но это все саппорты, которые просто мне нужны для поддержания штанов, грубо говоря. И, как вы видите, ультить постоянно и вовремя Лассиром, чтобы вешать на всех антихил, лоркой заливать всем ярость, пока я ее не убираю, пока я не делаю ротацию с перестановкой героев, чтобы она им заливала сразу 50% ярости во время убирания ее с доски, а просто регеню всем ярость. И Хамид вместе с Мориган наваливают очень успешно, очень весело по крипам. Как понять, что вы можете пройти вообще рейд, начиная с 19 этапа? Если вы убиваете первую волну до выхода второй, я не беру двух крокодилов, которые всегда стоят по бокам с почти полным хп, и они максимально непробиваемы, то для вас есть вообще все условия для этого. И заметьте, сейчас я ультанул Мари, чтобы она заморозила крипов, поставил Цербера, так как у меня Цербер есть под лидеркой Веномы, которая всем героям заливает максимальное количество ярости, своей фракции по фулу, а остальным по чуть-чуть побольше, то я под замороженных ставлю Цербера, ульчу Долорес, ультую Цербером, и Цербер под ультой наносит больше урона, и его посмертная лужа также наносит очень много урона всем крипам, которые стоят в ней. И, как видите, красненькие просто очень быстро отъехали. Если ставить Цербера, когда красные подошли к забору и начинают его бить, он будет просто стоять в луже своей, и никто его не будет агрить. Поэтому у Цербера как бы вообще один путь, только умереть. Поэтому, если он стоит живой с маленькой лужей своей базовой атаки, то он не наносит так много урона, как если бы это была лужа посмертная. Ну и в принципе сейчас все. Сейчас просто надо добить отжирающих хпшку аурой крипов и пережить как-то третью волну, и все в принципе будет хорошо. Самая проблема это именно вторая волна, потому что эти красные слизняки, они наносят очень много урона нашей стене. Прям вот колоссальный урон вносят. Остальные крипы бьют стену в принципе не так уж и сильно, поэтому есть какой-то запас времени на их убийство. Но опять я выставил Лорел, и после выставления лорки я уже всем прожал ульты, кто ее окружают. Долорес, Хамид, именно Хамид, чтобы он наносил еще больше урона. Мориган с автоультой сама там что-то наваливает. И главное сейчас Лассиром не провтыкать момент именно на антихил, потому что в противном случае по 465 тысяч регена здоровья это как бы слишком много. И такой урон внести трудно. И вот сейчас начинается опять добивание крипов. Сейчас к нам подходят опять пак монстров, которые с аурой отжирают хп. Я кидаю заморозку. Ульт Хамитом под Лорел. Отзываю Лорел. Заморозка. Сейчас крипы будут замораживаться. И под них, под замороженных, я буду ставить Цербера и ультить Долорес, чтобы она подняла Церберу атаку своей ультой, и он благополучно умер от отжирания хпшек крипами. Как видите, он и правда очень быстро умирает. Главное, чтобы у нас не очень быстро умирали наши саппорты, поэтому все-таки 6 звезд им уже нужно иметь. Ну и все, после этого как бы все просто. Тут главное заультить все, что можно, законтролить и не дать им доломать стену. Ну и, конечно же, не провтыкать ульт Лассира под ульт дерева, потому что в противном случае они все будут живы-здоровы и стена будет сломанная. Сейчас я вам покажу еще, как одеты мои герои для этого прохождения. Ну и хочу напомнить, что в группе библиотека Watchers of Realms скоро будет проходить розыгрыш 10 тысяч виртуальной колды на ваш аккаунт, поэтому подписывайтесь в группу и следите за новостями. Осталось до момента розыгрыша совсем чуть-чуть времени. Ссылочка на группу появляется сбоку от вас. Ну и сейчас мы пару секундочек смотрим, как добиваются крипы. Ну и в принципе да, без антихила пройти 1.21, по-моему, вообще нереально. Я не знаю, что должна быть за команда. Нет, точнее, я догадываюсь, что должна быть за команда, чтобы это пройти, но это должен быть лютый, просто космический донат на все это дело.
И я считаю, что просто легче дождаться, пока нам на глобале завезут Ласира, введут остальных антихильщиков, ту же самую Деми, и уже будет проще, потому что все-таки Зелус со своей книгой не настолько круто вывозит этот антихил, и не сказать, что он прям будет максимально имбовать именно с книгой, потому что разогнать его до того момента, чтобы он также регенил ярость, как тот же Ласир, очень сложно, чтобы он ультовал книгой под хил бревна, сделать из него какого-то такого саб-ДД еще сложнее, поэтому все же ждем антихила на глобале, ну и потихонечку уже добиваем босса. Третье выставление Цербера. С бустом в 30%, конечно же, это все проходится лучше, но дроп шмота — мое почтение. На самом деле, я после 500 заходов на первый рейд на первопроходческом сервере не выбил ни одной древней мифической шмотки. И как бы, ну, шмот сам по себе такой, что ты его бьешь на 21 рейде, что на 19, толку нету. Ну, только какого-нибудь там ЧСВ свое почесать, что ты закрыл 21 рейд, ты молодец. А так нет никакого даже настроя, что вау, это круто. Никаких бонусов, плюшек не предвидится, поэтому просто тихо, спокойно. Ну и подольше чуть идет фарм. Поэтому, в принципе, кто закрыл 19 этап, тому этого, наверное, хватит очень сильно даже за глаза. Ну и погнали смотреть на героев, что они вообще могут и что они из себя представляют. Хаммет нанес 81 миллион, Цербер 69 и Мориган почти полтос. Вот они, три моих основных дэмэдж-дилера. Ну и по шмоту. Цербер одет в ночной ужас и бедствие. Вот его статы. 100% крит шанс. 100% крит шанс у всех. Око греха на артефакте тоже фулл прокачки. У Хаммета слеза звезды всего лишь второй пробуды. Древний гнев и воевода именно на пух обижия. Тоже 100% крит шанс. Мориган. Древний гнев, бедствие. И ее почти что личный артефакт. Череп осквернения, который очень похож на ее корону, на ее шапочку. Долорес в Даре Надежды, потому что он у меня единственный раскачан на 25 из сетов, из артефактов хилов. Ну и также капелька и все на атаку. Лорел, скорость и реген ярости. Сансара кошмара для восстановления ярости после атаки. И пятая пробуду, конечно же. Вот такие вот истории. На этом все. С вами был Сварок. Всем благосклонного рандома, богатого дропа и мирного неба над головой. Удачи!